Впервые загадка черной дыры раскрыта. В феврале 2025 года астрономы с помощью космического телескопа НАСА Джеймс Уэбб получили самые детальные снимки загадочной черной дыры, скрытой в ядре нашей галактики. Сверхмассивная черная дыра в центре Млечного Пути словно устроила грандиозное световое представление, подобное дискотеке. Исследователи зафиксировали, что вращающийся газопылевой диск, окружающий центральную сверхмассивную черную дыру под названием Стрелец-А, непрерывно выбрасывает вспышки различной интенсивности. Активность варьируется в широких временных рамках, от мгновенных импульсов до долгих циклов. Некоторые вспышки проявляются слабыми миганиями, продолжающимися считанные секунды, тогда как другие представляют собой мощные выбросы, повторяющиеся ежедневно. Помимо этого наблюдаются и менее интенсивные изменения, растягивающиеся на месяцы. Эти находки обещают пролить свет на глубинную сущность черных дыр, механизмы их питания из окружающей материи, а также на динамику и развитие нашей галактики. Мы зафиксировали непрекращающиеся изменения яркости, рассказал Фархад Юсефзаде из Северо-Западного университета в Иллинойсе, возглавивший исследование. Время от времени внезапно появлялась мощнейшая вспышка, затем все успокаивалось. Мы не обнаружили четкой закономерности в такой активности. Она казалась хаотичной. Каждый раз, когда мы наблюдали эту черную дыру, ее поведение было новым и захватывающим. Для проведения анализа Юсефзаде и его коллеги использовали камеру ближнего инфракрасного диапазона Web NIRCam. В течение 48 часов ученые отслеживали изменения в поведении Стрельца-А с промежутком от 8 до 10 часов в течение целого года. Это дало возможность проследить, как черная дыра изменяется со временем. Хотя исследователи и ожидали увидеть вспышки, активность Стрельца-А оказалась значительно выше предполагаемой. Наблюдения показали, что непрерывные вспышки разного масштаба и продолжительности происходят постоянно. Газопылевое кольцо, окружающее черную дыру, производит от 5 до 6 значительных вспышек, перемежающихся множеством мелких всплесков ежесуточно. Черные дыры — это небесные тела с таким мощным гравитационным полем, что ничто, будь то вещество или излучение, не способно преодолеть его притяжение. Согласно классической общей теории относительности, вся материя, из которой возникла черная дыра, в конце концов оказывается внутри нее и достигает колоссальной или даже бесконечно большой плотности. Эта концепция известна как проблема сингулярности. Черные дыры оказывают влияние на геометрию пространства-времени. Изгибание пространства-времени вызывает эффект гравитационной линзы, при котором световые лучи, проходящие мимо черной дыры, искажаются и отклоняются. Поскольку черная дыра деформирует пространство и время, возможно существование червоточины, то есть туннеля, связывающего разные участки пространства-времени. Представьте себе лист бумаги, на котором изображены две точки — точка А и точка Б. Эти точки расположены на противоположных краях листа, подобно объектам, находящимся на дальних границах Вселенной. Для соединения точек А и Б нужно провести прямую линию через весь лист от одной точки до другой. Но если согнуть лист, то бумага, как и пространство-время, под воздействием черной дыры начнет изгибаться. По мере складывания листа точки А и Б сближаются, не двигаясь сами по себе. Такая связь между точками и представляет собой тот самый туннель или червоточину. Черные дыры могут принимать самые разнообразные размеры, от микроскопического масштаба до величин, превосходящих воображение. Самые миниатюрные из них сравнимы по размеру с одним атомом, однако обладают массой целой горной вершины. Кто не знает, масса является мерилом количества вещества, содержащегося в объекте. Звездные черные дыры могут достигать массы, превышающей солнечную в 20 раз. Однако наиболее внушительными являются сверхмассивные черные дыры, чья масса превосходит массу нашего Солнца в миллионы раз. В сердцах крупнейших галактик обитают именно такие гиганты. Наша галактика Млечный Путь тоже обладает сверхмассивной черной дырой под названием Стрелец-А, чья масса эквивалентна 4 миллионам солнечных масс. Этот монстр способен вместить миллионы земных сфер, и именной в ней ученые НАСА обнаружили вспышки света, о которых я уже рассказывал. Все объекты во Вселенной создают вокруг себя деформацию пространства и времени. Чем компактнее тело, тем сильнее проявляется этот эффект. Компактность определяется не только размером, но и массой объекта. Даже маленькое тело с большим количеством вещества может обладать значительной компактностью. Черные дыры представляют собой крайнюю степень этого явления. Независимо от исходного материала, будь то облако газа или нейтронная звезда, при достаточном сжатии любое тело превращается в черную дыру. Внутри таких объектов действуют совершенно иные физические законы, а информация, попавшая туда,
туда, уже не может вернуться обратно. Именно эта таинственность делает черные дыры столь интригующими. Существует два ключевых направления в изучении черных дыр. Первое — физическое, где основное внимание уделяется свойствам этих объектов, включая внутренние процессы. Второе направление — астрофизика, которая выделяет 4 основных вида черных дыр. Наиболее известны сверхмассивные черные дыры, присутствующие в центре практически всех крупных галактик. Массы таких объектов варьируются от нескольких тысяч до десятков миллиардов солнечных масс. Другой важный тип — черные дыры звездных масс, возникающие в процессе эволюции звезд. После завершения термоядерных реакций в недрах звезды формируется тяжелое железное ядро, которое впоследствии подвергается гравитационному коллапсу или, иначе говоря, системному процессу разрушения. Хотя не все вещество звезды попадает в образовавшуюся черную дыру, ее масса все равно может превышать массу Солнца в десятки раз. Также выделяются черные дыры промежуточных масс, занимающие нишу между звездными и сверхмассивными объектами. Происхождение таких дыр остается неясным, хотя существует предположение, что они могли сформироваться в результате слияния массивных звезд в плотных скоплениях. Наконец, существуют первичные черные дыры, появившиеся вскоре после Большого взрыва. Особенность этих объектов заключается в их раннем происхождении и большом разбросе возможных масс, от огромных до микроскопических. Несмотря на многочисленные поиски, обнаружение первичных черных дыр остается задачей будущего. Общая теория относительности утверждает, что материя при формировании черной дыры продолжает сжиматься до состояния точки, после чего перестает существовать, оставляя вместо себя сингулярность. Получается, что внутри черной дыры отсутствуют привычные формы материи — протоны, нейтроны, кварки и прочие элементарные частицы. Все это исчезает, трансформируясь в чистую энергию, которая заставляет пространство-время изгибаться. Чем ближе к центру, тем сильнее этот изгиб, достигая своего максимума в самой сингулярности, где кривизна пространства-времени становится бесконечной. Проще говоря, материю можно представить как иглу, которая прокалывает ткань пространства-времени. После этого игла уже не нужна, она выполнила свою функцию, превратившись в силу, поддерживающую открытый прокол. Иными словами, иглы уже нет, а дыра от нее осталась. Однако стоит учесть, что речь шла о невращающихся черных дырах. Большинство звезд, из которых появляются черные дыры, вращаются, передавая это движение своим потомкам. В таком случае сингулярность принимает форму не точки, а кольца с нулевой толщиной. Что же скрывается внутри этой самой сингулярности? Здесь существует много разных гипотез. Я расскажу вам о той, которой придерживается большинство ученых со всего мира. Предполагается, что структура черной дыры включает две ключевые составляющие. Первая из них — это горизонт событий, представляющий собой границу в пространстве-времени, через которую материя и свет могут двигаться исключительно внутрь. Никакая информация, даже свет, не может выйти за пределы этой границы и стать доступной для внешнего мира. Для наблюдателей, находящихся далеко от черной дыры, часы вблизи нее покажутся идущими медленнее, чем те, что расположены на большем расстоянии. Это явление известно как гравитационное замедление времени. Из-за него кажется, будто объект, падающий в черную дыру, замедляется по мере приближения к горизонту событий. Свет, исходящий от такого объекта, будет казаться все более красным и слабым, пока окончательно не исчезнет. Согласно общей теории относительности, в центре черной дыры располагается гравитационная сингулярность — зона, где кривизна пространства-времени стремится к бесконечности. У невращающейся черной дыры эта область принимает точечный вид, тогда как у вращающейся она распространяется в виде кольца. Плотность в сингулярной зоне также считается бесконечной. Любые объекты, попадающие в черную дыру, неизбежно достигнут сингулярности. Перед этим они подвергаются разрушению под воздействием увеличивающихся приливных сил. Этот процесс называется смешным словом спагеттификация. Причем сразу становится понятно, как изменяется объект при попадании в черную дыру. Гравитационные силы, действующие на сингулярность, различаются по своей величине в зависимости также от положения объекта. Например, если человек падает в черную дыру головой вперед, то гравитация у его ног будет намного сильнее, чем у головы, что приведет к сильному растяжению тела по вертикали. Несмотря на очевидные достоинства теории относительности, она сталкивается с трудностями, когда речь заходит о событиях, скрытых за горизонтом черной дыры. Квантовая механика, изучающая микромир частиц и взаимодействий, зачастую вступает в противоречие с теорией Эйнштейна. Ученые давно стремятся объединить обе концепции в рамках единой теории всего. Одним из известных подходов стала теория струн, но есть и альтернативные варианты. Одним из таких направлений является теория петлевой квантовой гравитации. Согласно этому подходу, внутри черной дыры отсутствует сингулярность,
сингулярность, уступая место планковской звезде. Что это такое? Вместо полного исчезновения материя продолжает сжиматься до определенного предела, задаваемого Вселенной. Сначала она уменьшается до размера атома, затем до еще меньшего объема, многократно превосходящего плотность обычного вещества. Процесс сжатия доходит до той грани, которую допускает сама природа, приводя к состоянию в миллиарды раз меньшему размеров атома. В этом состоянии материя будет пребывать ровно столько, сколько потребуется свету, чтобы пересечь ее диаметр. На самом деле, это мизерный промежуток времени, исчисляемый долями секунды. Затем начнется обратное расширение, то есть Вселенная сжалась, разрушилась, потом обратно собралась и возродилась вновь. Вот такая реинкарнация. Однако внутри черной дыры время течет иначе, оно почти замирает. Поэтому мгновение внутри будет соответствовать миллиардам лет снаружи, делая планковскую звезду вечной для внешних наблюдателей. Даже тем, кто поверхностно знаком с физикой, может показаться парадоксальным, что свет, не обладающий массой, испытывает притяжение. Однако общая теория относительности объясняет это явление иначе. Сила тяготения — это иллюзия, результат изменения единого пространства-времени. Свет всегда движется прямолинейно, но наличие массы заставляет его следовать по искривленным траекториям, которые для самого света остаются прямыми. Это было подтверждено экспериментально во время солнечного затмения в начале 20 века. Внутри черной дыры, под горизонтом событий, пространство-время настолько сильно искривлено, что любые траектории света направлены к центру. Именно поэтому свет не может покинуть черную дыру, независимо от направления его распространения. Интересный факт состоит в том, что спутники GPS корректируют показания времени, поскольку масса влияет не только на пространство, но и на ход времени. Воздействие гравитации замедляет его течение, причем чем сильнее притяжение, тем медленнее идут часы. Вы можете не замечать этого в повседневной жизни, но если бы вы отправились в путешествие на околосветовых скоростях, то вернулись бы домой спустя несколько часов личного времени, в то время как на Земле прошло бы десятилетие. Кстати, во многих фантастических фильмах показан этот момент. Под собственной силой тяжести огромные звезды могут разрушаться. Когда запасы энергии звезды иссякают, и она теряет способность сопротивляться силе гравитации, ядро разрушается, формируя черную дыру с чудовищным гравитационным полем. Еще более крупные дыры могут возникать вследствие катастрофических столкновений звезд. Использование большого андроидного коллайдера в качестве ускорителя частиц может послужить возможностью возникновения микроскопических черных дыр в результате высокоэнергетических столкновений частиц. Хотя таких экспериментов не проводилось, многие ученые сомневаются в вероятности подобного сценария. Астрофизики, изучая черные дыры, зафиксировали мощные выбросы, исходящие от сверхмассивных черных дыр, которые они назвали струями. Современные научные изыскания направлены на обнаружение и анализ гамма-излучений, предположительно существующих в окрестностях черных дыр. Астрономы также зарегистрировали космические явления, проявляющиеся в виде выбросов мощных струй плазмы, в которых частицы движутся со скоростью, близкой к скорости света. Эти выбросы называются джеты, а также гигантских пузырей гамма-излучения, исходящих из сверхмассивных черных дыр. В 2010-м исследователи из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики обнаружили подобные пузыревидные образования в нашей галактике. Размеры этих структур достигают 50 тысяч световых лет, а их возраст оценивается в миллионы лет. Вероятно, образование этих космических пузырей связано с активностью сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути. Сегодня астрофизики наблюдают сотни таких джетов, этих стремительных потоков частиц, вылетающих из центров активных галактик, где находятся сверхмассивные черные дыры. Эти потоки поражают своими размерами. 10 лет назад ученые выяснили, что длина одного из джетов, исходящего из черной дыры в галактике Пиктор-А, втрое превышает диаметр Млечного Пути. Стивен Хокинг, выдающийся астрофизик, в 70-е годы прошлого столетия поставил вопрос, могут ли черные дыры излучать тепло. Для оценки температуры он использовал подходы, сочетающие теорию относительности Эйнштейна, объясняющую гравитацию на макроуровне, и квантовую механику, раскрывающую тайны микромира. Квантовая механика предполагает постоянное возникновение и исчезновение частиц и их аналогов античастиц по всей Вселенной. Обычно такие пары живут очень короткую жизнь, ведь частица и античастица быстро уничтожают друг друга. Однако на краю черной дыры ситуация кардинально меняется. Мощное гравитационное поле воздействует на вакуум, позволяя парам частиц и античастиц выживать дольше. Одна из частиц затягивается в черную дыру, другая же устремляется в пространство. Частицы, покидающие черную дыру, формируют так называемое излучение Хокинга, а частицы, поглощаемые дырой, несут отрицательную энергию, фактически отнимая ее у самой дыры. Иначе говоря, Хокинг показал, что черные дыры теряют массу и энергию, что означает их постепенное исчезновение в далеком будущем. Впрочем, прямое наблюдение этого излучения ученым пока не удавалось.
Идея массивного объекта, чье гравитационное притяжение настолько могущественно, что для выхода из-под его влияния необходима скорость, равная или превышающая скорость света, была впервые высказана Джоном Митчеллом еще в 1784 году. В 20 столетии Альберт Эйнштейн прогнозировал существование гравитационных волн, то есть возмущений в структуре пространства-времени, возникающих в результате мощных космических катаклизмов в ранней Вселенной. Эйнштейн полагал, что такие колебания окажутся едва уловимыми и почти недоступными для обнаружения. Однако оказалось, что это не так. В 2016-м ученым удалось впервые зафиксировать гравитационные волны, порожденные столкновением двух черных дыр, каждая из которых обладала массой в 30 раз превышающей солнечную. Это событие произошло на расстоянии 1 миллиарда 300 миллионов световых лет от Земли. 3 года спустя, в 2019-м, появилось первое прямое изображение черной дыры в галактике Месье-87, снятое с помощью телескопа горизонта событий. На сегодняшний день ближайшая известная черная дыра расположена примерно в 1500 световых лет от нас. Продолжительность жизни каждой отдельной черной дыры напрямую связана с ее массой. Чем больше дыра, тем дольше длится процесс ее испарения. Ученые полагают, что, увеличиваясь в размерах, черная дыра продлевает свою жизнь. Здесь можно провести аналогию с песочными часами, где верхний резервуар символизирует оставшееся время существования дыры. Постепенно поглощая звезды и газ, черная дыра наполняет свои жизненные песочные часы, несмотря на потерю отдельных частиц. До тех пор, пока поблизости имеется доступный материал, черная дыра может вновь обнулить свои часы, добавляют специалисты. Однако по мере старения Вселенной запасы вещества истощаются, и часы судного дня черной дыры начнут свой отсчет. По мере испарения черная дыра медленно сжимается, одновременно ускоряя выделение частиц. Этот процесс продолжается до тех пор, пока вся оставшаяся энергия не высвободится мгновенно. Последние доли секунды существования черной дыры ознаменуются яркой вспышкой света и энергии, сравнимой с миллионом термоядерных взрывов в ограниченной космической области, говорят ученые. Хотя по человеческим меркам это колоссальная мощность, в астрономических масштабах это относительно скромный показатель. Например, одна из самых мощных сверхновых, OSA SN15 LH, оказалась в 22 триллиона раз более взрывной, чем финальный взрыв черной дыры. Независимо от размеров черной дыры, ее финал одинаково драматичен. Разница лишь в том, сколько времени пройдет до момента последнего взрыва. После поглощения последней жертвы остается лишь наблюдать, как неумолимые песчинки времени истекают, пока не наступит конец. Стивен Хокинг в одной из своих знаковых работ выдвинул предположение, что черные дыры со временем постепенно исчезают, испаряясь. Однако вопрос о судьбе всей поглощенной ими материи остается открытым, порождая так называемую проблему потери информации в астрофизике. Группа исследователей из университета Нью-Брансуика в Канаде предложила новую теорию, способную разрешить не только проблему сингулярности, но и проблему утраты информации, а также глубже раскрыть механизм формирования черных дыр. Основанная на теории петлевой квантовой гравитации, эта концепция рассматривает пространство и время как дискретные, состоящие из маленьких ячеек или петель, которые комбинируются различными способами, создавая все сущее во Вселенной. Авторы использовали метод расчета, разработанный Сергеем Годуновым, известным специалистом в области гидродинамических моделей. В ходе эксперимента они моделировали процесс сжатия материи в черную дыру, взяв за основу облако пыли. Согласно их выводам, материя, достигнув высокой, но конечной плотности в центре черной дыры, отталкивается обратно, создавая ударную волну. Эта волна прорывается сквозь горизонт событий, заставляя черную дыру испаряться и размываться. Такой сценарий объединяет законы квантовой механики с представлениями об искривлении пространства-времени из общей теории относительности, а также согласуется с теорией Хокинга об испарении черных дыр. Исследования позволили рассчитать продолжительность жизни черной дыры, показав, что она значительно короче, чем предсказывалось ранее. Это открытие потенциально помогает объяснить проблему утраты информации, подразумевая, что материя возвращается в космос. Авторы подчеркивают, что современные инструменты могут зафиксировать следы таких ударных волн, что позволит проверить точность новой концепции. Если их гипотеза подтвердится, ударные волны станут универсальными признаками гибели черных дыр.